Пойдемте перейдем через этот мост. Вот. Мост довольно-таки интересный. Вы знаете, раньше его не было, этого моста. Вот. Через это место. Но, видите, сделали. Здорово. Тут какая-то стройка идет. И стройка прям конкретная. Ага. Прикольный мост. Он железный. И я думаю, долго простоит. Здесь какие-то кабельные трассы. Вот это какие-то пристройки непонятные. А вот. И вон там вот. Я вон туда заходил, за тот дом. Там тоже какая-то пристройка и окна разбитые там. Что было раньше, вообще непонятно. Улица Федоровского, 1. Вообще первый раз. Я здесь, на этой улице. Ну, пойдемте. Пойдемте дальше. Вот здесь, я смотрю, асфальт положили. Прикольно. Вообще здорово. Сейчас мы потихонечку с вами выйдем на вон ту дорогу, на вон ту. Но еще мы с вами зайдем на комплекс. Сделали такой мемориальный комплекс, посвященный, труженикам города Талнаха. А вот я вон там смотрю, там водоем у нас какой-то довольно-таки интересный. Давайте глянем на него. Ну, естественно, это не природный водоем. Вот, видите? Сейчас подойдем поближе. Я вам покажу. Это какая-то, по всей видимости, канализация. Угу. Да, вон, смотрите, видите? Но я вам скажу так, купаться здесь нельзя, однозначно. Пойдемте дальше в эту сторону. Вот этой дороги, вот этой, ее не было. Очень много в Талнахе, конечно, поменялось. Вот. Я в Талнах-то уехал давно, очень давно. Ой, а когда ж я уехал-то с Талнаха? Ну, наверное, больше 20 лет назад. Мы сначала жили в Каиркане какое-то время, а потом переехали в Норильск. Мы в Норильске купили квартиру. Вот. Норильск — центр вселенной. И вот живем уже около 20 лет в городе Норильске. Да. Хотя, вы знаете, если бы вернуть все назад, я бы все-таки остался бы в Талнахе жить. Почему, вы спросите? Ну, потому что здесь все-таки какая-то природа есть. А вот, как, природа довольно хорошая. Вот, и почему она здесь есть? Потому что здесь практически не доходят выбросы газа. Так, пойдемте в эту сторону. Вот у нас остановочка. Вот в городе Талнахе тоже кругом понаставили остановок теплых. Ну, это вообще молодцы. И, кстати, на этих остановках есть Wi-Fi. Да, так как в Норильске сейчас интернета нету мобильного. По каким причинам, я не знаю. Вот, это довольно-таки интересно, и это спасает. То есть, как бы срочно, если что-то надо, вот прям вот срочно, то, естественно, вот раз зашел в остановку, подключился к Wi-Fi и сделал свои дела. Жарки, вон, смотрите, видите? Настоящие, живые. То есть, как бы не искусственные. Ага, вон остановка. Вот. А вот там дальше, вон, смотрите, плато Путараны. Вот мы с вами пришли на эту локацию. Вот, довольно-таки интересная локация. И здесь памятник такой, я не знаю, может быть, даже мемориальный комплекс. Я не знаю, как правильно назвать, честное слово. Посвященный труженикам города Талнах. Да. Слушайте, сделали вообще здорово на самом деле.
Вот, он довольно-таки давно уже стоит здесь. Ну, как давно? Ну, лет 5 точно. Раньше его здесь не было. И довольно-таки прикольно вообще. Тут вот, смотрите, практически вот этот трактор, да, он как настоящий. Я думаю, взяли за основу, конечно, настоящий трактор. Вот, и сделали из него такой вот памятник. Прикольно. Вот с этими вот кубами тоже интересно сделали. По всей видимости, вот эти вот кубы и надписи на них, они говорят о том, что здесь добывают. Вообще, Талнах — это такой рудный город, да, здесь очень много рудников. Вот, кстати, вот сейчас я вам покажу. Вот видите, вот рудник, вон там вот, видите, вон там вот, это рудник Маяк, да. И здесь, я знаю, рудник Комсомольский есть. И, если я не ошибаюсь, рудник Октябрьский есть. Вот, довольно-таки много рудников. Это те рудники, которые я знаю. Здесь вот на Талнахе добывают руду, да. И потом эту руду по трубам перенаправляют на нужды. На нужды, ну, наверное, на надежду. Да, интересно. Давайте, все-таки я не хотел сюда подниматься, но я думаю, ничего страшного будет. Если мы поднимемся сюда. Вон, смотрите, колеса вообще настоящая, настоящая резина. Здорово, да? Вообще. Тут, кстати, можно и поселфиться. Вон там вот даже номер какой-то есть. Вон, видите? Что-то написано. Какой-то серийный номер. Угу. Вот. А вот здесь что? Здесь какая-то надпись очередная, бестолковая. А вот, не говорящая ни о чем. Да, интересно. Тут даже вон какая-то марка колес написана. Vestel. Что за Vestel? Без понятия даже. Классный комплекс. Будете в Талнахе, придите сюда посмотреть. Вот, железо, да. Вон, видите, уже проржавело. Надо, конечно, немножко это самое уже, я думаю, обновить это все. Потому что ржавчина — это плохо. Оно все это ржавеет и, конечно, потом начинает разрушаться. Да, здорово. Вот что там внутри, давайте глянем. Ага, прям такая конструкция интересная. Вот, прикольно, конечно, было бы, если бы она еще подсвечивалась. Но, по крайней мере, подсветки я здесь не вижу. Кругом лавочки. Ага. Вот. Интересно сделано. Не, все-таки подсветка есть. Вон, я вижу там вот электричество. Угу. Да. Видно. Видно ночью. Это все светится. Надо будет как-нибудь ночью приехать сюда. Ну или вечером. Посмотрим. И посмотреть, как это все горит. Ну все, пойдемте потихонечку. Вот тут собачки гуляют. Пойдемте потихонечку. Вот потихонечку уже приближаемся мы с вами к нашей цели, к автовокзалу города Талнах. Ну, вы знаете, жарко на улице. Однозначно. Однозначно жарко. Конечно, ужас какой-то. Я уже весь запарился. Реально. Солнце печет. Вот. И я вам скажу так, это не очень приятно. Вон прямо у нас, значит, городская баня. Да. Это городская баня еще со времен Советского Союза существует. Ну, или, по крайней мере, существует, как я ее помню. Наверное, вот эту городскую баню построили, когда строили город Талнах. Вот. Вон там вот у нас гаражи, да.
гаражный комплекс. Вон там у нас горы, вот, и там где-то красные камни. Вот. А с этой стороны у нас такой, скажем так, полупромышленный район с элементами гаражей. Да, когда-то здесь еще труба стояла, потому что раньше здесь была котельная. Вот, я помню еще, когда эта труба стояла, но она уже была такая поменьше. Да, была поменьше труба. Вот. Для чего она там была, эта труба? Раньше город Талнах отапливался, я так понимаю, углем. Он раньше углем отапливался. И вот это вот была котельная. Сам по себе город был такой небольшой. Вот. А потом как бы уже все перешло на электричество. И, конечно, эта котельная никому не нужна стала. Вон, давайте. Вон там он. Вон в том районе. Вон, видите? Там вот была эта котельная. Кругом растительность в городе Талнахе. Прикольно. Да. Все-таки, блин, надо было, конечно, в Талнахе остаться жить с семьей. Вот. Здесь, ну, получше. Но лучше, конечно, на материке. Это однозначно. Вот. Все потихонечку уезжают. Молодежь не хочет здесь оставаться, потому что перспективы такие себе. Ну, хотя, вы знаете, некоторые наоборот. Некоторые приезжают обратно в Норильск. Но это такое, знаете, меньшинство. Вот здесь вот раньше больница была детская. Вот в этом вот, видите, вот в этом желтом доме. Да, вот была больница. Вот здесь где-то, вот если я не ошибаюсь, вот это здание, это метеоцентр был когда-то. Сейчас я не знаю, что это. Вот пришли мы с вами оттуда. Ну все, пойдемте потихонечку. Чуть-чуть осталось до нашей цели. Вон там вот у нас в Талнахе большой, скажем так, торговый центр. Да, там ДНС есть, там местного разлива магнит есть, который называется «Океан». Вот. Ну, вообще, честно говоря, вам скажу, магнит, перекресток и же с ними материковские сети торговые мне больше нравятся. Так что вот так вот, такая вот история. Сейчас зайдем сюда, в этот торговый центр. Что-нибудь купить надо, попить. Ну и поесть. Потому что что-то я вообще проголодался. И прям конкретно. Да, вот мы с вами пришли в очень интересное место. Культурно-досуговый центр имени Владимира Владимировича Высоцкого. Давайте я вам поснимаю. Вот видите, кинотеатр. Его отреконструировали. И он выглядит очень хорошо. Когда-то он был страшный. И вот мемориальная доска. Высоцкий Владимир Семенович. Годы жизни 1938-1980. Поэт, актер, автор, исполнитель песен. Вот так вот. Да, интересно. Это все. Если я не ошибаюсь, здесь еще и памятник стоит ему. Вот. Вот здесь афиша у нас. Ночь кино. Вот, Пушкинская карта. Копи-бонусы. Семейный праздник. Это какая-то комедия наша. Доктор динозавров. Тоже что-то интересно. Дракула. По шедевру Брэма Стокера. Новый блокбастер Люка Бессона. Вот так. Зверопоезд. Ну, слушайте, может, что-то интересное. И тут я смотрю, Егор Крид уже начал в кино сниматься.
Вот с 4 сентября называется «Вниз». Да, прикольно. Ну, пойдемте, памятник поищем. Взял какао. Вроде ничего так. Мне понравилось. Хорошо сделали. Вот. Вот задок КДЦ Высоцкого. Вот. А это пиццерия, кафе-бар, суши-бар, доставка. Что это такое? Давайте глянем. Интересно, в Талнах доставляют или нет. А вот памятник, смотрите. Владимиру Семеновичу Высоцкому. Я немножко перепутал со Владимиром Владимировичем, потому что он сейчас везде на устах и везде в СМИ. Слушайте, хороший памятник. Давайте почитаем, что написано. Аллея российской славы. Проект. Высоцкий Владимир Семенович, 1938-1980. Советский русский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен. Вот так вот. Владимир Семенович Высоцкий. Да, интересно. Вообще человек был уникальный и очень талантливый. Серьезно вам говорю. Я как-то смотрел его выступление театральное. Но человек просто от души это делал. Очень, очень хороший актер, певец и исполнитель. Вот его высказывание. Классное. Классно сделали вообще. Здорово. Вообще молодцы. И вы знаете, классно что? Со вкусом и по делу. Вот это круто вообще. Так, и вот еще. Давайте глянем. Вот здесь вот. Да, здорово. А вот это вот у нас хижина. Ну, в Норильске, в Талнахе есть хижина. Кстати, неплохие заведения, мне нравятся. Там неплохая пицца. Стаканчик остался. Что мы будем делать с этим стаканчиком? Следите за чистотой в своем городе. Так, пойдемте дальше. Вот мы с вами пришли в такое место интересное. Тоже детская площадка. И здесь довольно-таки прикольно. Вы знаете, мне нравится. Вон, смотрите, медведь какой. Вообще классно сделали. Вообще прикольно. У нас в Норильске такого нету. Вообще. В Талнахе я смотрю, столько этих фигурок всяких разных. Почему в Норильске этого нету? Без понятия. Вот. Цветочки. Вот видите? Вон там вот мы прошли с вами. Вон там вот, смотрите. Видите? Там тоже фигурки какие-то стоят. Здорово. Да? И вот здесь вот ходить можно. То есть как бы здесь нету там конкретных дорожек асфальтовых и так далее, и так далее. Можно посидеть здесь. Вот. Вон там вот еще одна беседка. И плюс к беседке еще и качели. Давайте посмотрим, качели рабочая или нет. Но вообще, глядя на эту качелю, я вам скажу так, она рабочая, это 100%. Да, рабочая. Прикольно. Вообще классно. Да, в Норильске жарко. В Норильске, в Талнахе, в Аганере, везде жарко. Я смотрел на материке плюс 14. Вот. В Завидово плюс 14. А вот в этом Челябинске плюс 19. У нас плюс 20.
Жесть какая-то, да? Жарковато, скажу вам так, жарковато, да, для Норильска. Вон, пойдемте посмотрим, там вон еще какие-то скульптуры интересные. Ну, там вот это основная детская площадка, вот видите, вот. Вот дома выкрасили. Как будто на материке нахожусь. Ну, на материке, конечно, зелени побольше. Это однозначно. А вот там прям все дворы просто утопают в зелени. Просто вообще так круто. Вот. В Талнахе зелени много. Вот. Конечно, в Норильске, в Аганере вообще практически нету зелени. Вон, смотрите, вот кактусы стоят. Прикольно, да? А вот лавочка, видите, сделана из ботинок чьих-то. Кого-то разули и из ботинок сделали. Цветочки растут. Угу. Можно посидеть. Вот. Здорово. И вон там, вот, вон, видите, тоже лавочка в виде ботинок. Прикольно. А вот это вот кактусы какие-то, да? Ой, слушайте, смотрите, интересно, как сделано. Из крышек. Вот пробки от бутылок. Слушайте, оригинально, да? Вообще кто-то ж придумал это. А я сдалека даже и незаметно, и непонятно. Ну, цветы искусственные. А это понятное дело. Так, ладно. Пойдемте. На тропинку выйдем. Вот этот медведь. Ага. А вот тут у нас, я так понимаю, персонажи мультфильма Простоквашино. Угу. Вот кот. А вот почтальон Печкин. Прикольно сделали.